Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного шоколадного трюфельного торта. Торт готовится просто и легко, для его приготовления не нужна духовка. При этом коржи получаются мягкими, воздушными и очень вкусными. Торт имеет насыщенный шоколадный вкус, очень нежный, можно сказать, просто тает во рту. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 7 см и весом килограмм 600 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с шоколадных коржей. В чашу просеем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха пшеничной муки, 30 граммов или 3 столовые ложки без верха какао. Добавляем 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара, на кончике чайной ложки соли, 7 граммов или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 270 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 60 граммов или 6 столовых ложек растительного масла, 2 яйца. Перемешиваем до образования однородной массы. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем, реакция уксуса должна полностью прекратиться. По желанию 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Вот такое получается тесто, оно легко стекает с лопатки. Жарим коржи на заранее хорошо разогретой сковороде на умеренном огне. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Выливаем тесто на сковороду, проворачиваем сковороду так, чтобы тесто равномерно распределилось по сковороде. И обжариваем корж с одной стороны примерно 1,5–2 минуты. Переворачиваем и обжариваем со второй стороны секунд 15–20. Снимаем со сковороды, оставляем остывать и таким образом жарим все наши коржи. Из данного количества теста я выпекаю 8 коржей с диаметром 20 см. Если вы будете выпекать коржи на сковороде большего диаметра, то они у вас будут тонкими, как блинчики, а коржи должны иметь пышную структуру. Если вы хотите испечь торт большего диаметра, то увеличьте количество ингредиентов под диаметр вашей сковороды. Коржи получаются пористыми и очень нежными. С краев коржи более тонкие и немного неровные, поэтому остывшие коржи я обрезаю по крышке диаметром 19 см. Из части обрезанных кусочков мы приготовим шарики для украшения торта сверху. Итого для приготовления торта у нас должно получиться 8 шоколадных коржей диаметром 19 см. Приготовим крем. Зальем 150 граммов измельченного темного шоколада с содержанием какао 50–55%, 50 граммами сливок жирностью 30–35%. Отнимаем данное количество сливок от общего объема, указанного в рецепте. Нагреем все вместе в микроволновой печи или в сотейнике на плите, размешаем до образования однородной массы и оставим шоколад на столе. Он должен остыть до комнатной температуры. В чистой сухой холодной чаше взобьем 400 граммов охлажденных сливок жирностью 30–35%. Начинаем взбивать на небольших оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость миксера до максимума. На максимальных оборотах миксера взбиваем сливки до воздушного состояния, до мягких пиков. Перемешаем на низких оборотах миксера 450 граммов сливочного сыра, чтобы он стал мягким. Добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао, 60 граммов или 3 столовые ложки без верха сахарной пудры. Аккуратно перемешаем, чтобы какао с сахарной пудрой не разлетелись до образования однородной массы. В 2 этапа добавляем взбитые жирные сливки и каждый раз на небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Добавляем ранее растопленный шоколад комнатной температуры и на небольших оборотах миксера перемешиваем до образования однородной массы. Соберем крем со стенок и перемешаем по дну. Выпустим воздух, чтобы крем был однородным. Отложите 2 столовые ложки крема, этим кремом в конце мы выровняем бока и верх торта, а пока уберите его в холодильник. От обрезанных кусочков я забираю часть. Для шариков нам понадобится 25 граммов, это примерно 1/3 часть от общего объема. Измельчаем обрезанные кусочки в блендере в крошку. В крошки добавляем 40 граммов или 1 полную столовую ложку крема. Перемешиваем до образования однородной массы, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Формируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 8 частей и покрываем корж 1/8 частью крема. На крем выкладываем второй корж, корж слегка придавливаем. Корж равномерно покрываем кремом.
Итак, чередуя слои, корж-крем формируем весь торт. Из данных коржей, меняя крем и наполнители, можно готовить различные торты. Торты, приготовленные из данных коржей, получаются очень вкусными, многослойными и красивыми в разрезе. Также плюсом является то, что коржи готовятся очень быстро и также быстро остывают. Последним слоем идет крем, крем равномерно разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы и ацетатной пленки. Обмазываем края торта ранее отложенным кремом и ранее отложенным кремом выравниваем верх торта. Далее весь торт обсыпаем просеянным какао. Сначала я посыпаю просеянным какао торт сверху по краю. Затем обсыпаю бока торта какао с помощью силиконовой кисточки и в конце посыпаю торт сверху. Ранее отложенную бисквитную массу разделите на 8 частей и скатайте из каждой части шарик. Каждый шарик обваливаем в какао и украшаем ими торт сверху. Торт получается высоким, красивым в разрезе и, самое главное, очень вкусным. Любители шоколада непременно оценят его вкус. Готовьте и радуйте себя и своих близких замечательным трюфельным тортом. Прекрасный торт для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.